Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео мы уделим внимание вещам и предметам, которые помогут вам привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Также мы в этом видео сегодня с вами поделимся одной уникальной практикой, с помощью которой вы избавитесь от беды и нужды. И для этого вам понадобится всего лишь буквально один овощ. И не забывайте, его нужно будет отнести на помойку. И вы увидите, как ваша жизнь может в любой момент измениться. Давайте, друзья, далее все более подробно. Знаете, на Востоке верят, что богатство приходит только в тот дом, где есть вещи, предметы, которые привлекают его. Поэтому будете являться обладателем именно правильных вещей, если так можно сказать, денежных вещей, то вы можете стать богатым не только когда вы работаете с утра до вечера. Знаете ли вы, что все вещи, все ваши предметы в вашем доме обладают определенная энергетика, и какое огромное скопление самых различных энергий находится в вашем доме, и, конечно же, среди них есть вещи, которые излучают денежную энергетику. С помощью этих вещей вы можете привлечь деньги в дом и навсегда распрощаться с долгами и финансовой нестабильностью. Конечно же, вы зададитесь вопросом, а на что вам стоит обратить внимание? Прежде всего, вы должны понимать то, что деньги могут стать причиной их отсутствия. Если они у вас лежат без дела в какой-то копилке, то этим самым они привлекают нужду, и они должны быть всегда в движении. Деньги должны в вашей жизни постоянно обновляться. Только в этом случае следует ожидать приток денежной энергии. Научитесь одному простому правилу. Получили зарплату, вам вернули долг, продали вы что-то, получили, возможно, подработка. Всегда несите деньги домой. Не спешите зайти в магазин и купить какие-то вкусняшки или что-либо, чтобы порадовать себя, своих близких, родных, или быстренько погашать какие-то свои долги. Вы должны научить деньги приходить в ваш дом. Особенно это касается тех людей, у кого постоянные долги, кредиты, и постоянно возникают какие-то неприятные ситуации, на которые постоянно требуются деньги. Бывает очень часто так, что человек только решил один финансовый вопрос, буквально прошло полчаса, звонок в дверь по телефону и новая какая-то проблема, которую нужно решать, и опять нужны деньги. И опять человек влазит в долги, в кредиты, и так все идет по кругу. Человек чувствует себя как белка в колесе. Поэтому, чтобы такого не было, в первую очередь, ваши дети, близкие не просили купить вам вкусняшки, купить что-то вот срочно необходимо, научите деньги привлекать в свой дом, в свою жизнь. Также никогда не держите деньги в доме, в какой-то книге, в ванной комнате, потому что, например, в ванной комнате постоянно идет поток воды, и получается, что таким образом вы вымываете деньги, вы смываете деньги в канализацию. Кто-то скажет о том, что разве люди держат деньги в ванной комнате, в туалетной комнате? Вы будете удивлены, но если пообщаетесь, то вы узнаете очень много интересного. Также никогда не держите деньги в прихожей, в спальне, потому что вы знаете, что спальня – это то место, где вы отдыхаете. Вместе с вами будут отдыхать и деньги. А у нас с вами какая задача? Задача, чтобы деньги постоянно были в обороте, прибывали. Недаром бизнесмены, предприниматели говорят всегда такую фразу: «У меня деньги всегда в обороте», «У меня деньги всегда крутятся». То есть представьте себе, бизнесмен, предприниматель, директор компании, у него всегда первое, что деньги должны крутиться, деньги должны быть в обороте, и тогда деньги будут привлекать деньги. А если вы их просто складываете где-то в пакетик, они ни в коем случае этого нельзя, кстати, делать. Заведите лучше шкатулочку.
Также никогда не складывайте деньги в пакет. Вы думаете о том, что таким образом может моль их съесть или еще. У каждого, вы знаете, свои причины. Но вы должны понимать и то, что деньги, они также дышат. Это также, в первую очередь, это энергия. А когда они еще у вас в пакете, вы лучше всего заведите конверт. Например, очень удобно, если вы будете использовать конверт для определенных каких-то своих целей. Например, конверт заведите для путешествий, конверт для учебы, конверт для каких-то оплаты курсов, для оплаты коммунальных услуг. И вот подходит период, и вы, например, прописываете на конверте, сколько вы взяли на какую дату, на какие цели. Таким образом, вы даже научите себя планировать свои деньги. Обращайте на это, пожалуйста, особое внимание. Обращаем ваше внимание. Давайте теперь поговорим о коврике. И у многих этот коврик есть у входа в квартиру. Запомните, у вас всегда коврик постеленный у входа, не с внутренней стороны. Но мы сейчас поговорим о внешней стороне. Почему? Потому что такой коврик не будет пропускать негативную энергию, а вот энергию денег он наоборот будет привлекать в дом. Если вы хотите, чтобы деньги были в сохранности, да еще и приумножались, то придя домой сумму денег, чтобы никогда не вытирайте обувь, а коврик таким образом, это поможет сохранить энергию денег, принесенных в ваш дом. Когда вы возвращаетесь домой с пустыми руками, обязательно вытрите обувь об этот коврик. Это для того, чтобы энергия пустоты к вам не прилипала. Обратите на это внимание. Также следите за этим ковриком, чтобы он всегда у вас был чистым. Конечно же, в зимнее время, ввиду того, что у нас такая погода в наших странах, каждый живет в своем регионе, да, очень сложно держать коврик в чистоте, но учитесь, чтобы он был чистенький, потому что это ваши, в первую очередь, деньги. Также не забудьте купить оберег, например, в виде веника, и повесить его в прихожей или на кухне, но помните, метелкой вверх. Помните, именно когда вы вешаете веник, метелкой вверх, он тогда обладает очень сильной энергетикой для привлечения денег. И считается, что таким образом он выметает всю негативную энергию, тем самым освобождая в доме место для денежных потоков. Бывает так очень часто сейчас в современном мире многие не пользуются вениками вообще, никакими. У них есть моющие пылесосы, и знаете, вроде как бы с одной стороны все хорошо и все прекрасно, но никто не знает о том, что моющий пылесос вы взяли или в кредит, вы взяли в долг, а это уже самое печальное. Но что касательно веника, обращаем ваше внимание на один момент. Веничек у вас всегда должен быть в доме, не искусственный. Сейчас есть искусственные веники, да, они украшены, а именно настоящий, вот который сделан из проса. Даже, возможно, вы на сувенирной лавке или в сувенирном какой-то магазине найдете веничек с домовым. И вот именно такой веничек выберите, тот, который вам подходит. И обязательно купите его, принесите себе домой. И обязательно его повесьте таким образом. Действительно, он будет вам помогать. Но помните о том, что этот веник не может храниться дома у вас годами. Буквально полгода, и нужно его менять, потому что он привлекает все в пыль, грязь, негативная энергия. Он же помогает вам. Он помогает вам работать тем или иным энергиям. Помните, пожалуйста, об этом. Очень повезло, если ваш обеденный стол имеет круглую или овальную форму, потому что именно этот предмет мебели будет способствовать свободной циркуляции денежной энергии. Сколько бы вы ни потратили денег, они всегда будут возвращаться к вам. Кто-то скажет, что так что мне сейчас прям бежать в мебельный магазин и покупать обеденный стол круглой формы. Вы должны, вы знаете, сами для себя решить, что вы хотите в этой жизни. Если вам удобнее за квадратным, хорошо. Если ваш дизайн не позволяет, тогда подумайте о том, как вы можете убрать эти углы, потому что для кухни это катастрофически нельзя делать. И поэтому подумайте о том, возможно, вы купите какие-то декоративные всевозможные сейчас приставки для углов продаются, очень даже красиво, или подумайте о том, как вы можете так сделать, чтобы эти углы не попадали на сторону окна, не попадали на газовую плиту, не попадали на межкомнатную дверь. Это очень важно,
Помните о том, что кухня у нас с вами отвечает за изобилие, достаток и благополучие в вашем доме. Также вам нужно быть очень осторожным с таким предметом, как зеркало. Зеркало может привлечь деньги в ваш дом, а может их еще испугнуть, испугнуть их навсегда. Нужно помнить о том, что зеркало должны отражаться только чистота и порядок. Если же ваше зеркало будет видеть грязь, пыль, то его энергия будет негативно влиять на финансовое положение. У зеркала есть один закон. Все, что он видит, он сам и отдает в этот мир. При этом отдает в тот момент, когда вы будете больше всего не ожидать. Знаете, зеркало в какой-то степени это магнит, который тянет все, что зеркало видит. А что происходит в его видении, и потом это все он транслирует в ваш мир. Поэтому, если вы хотите привлечь деньги в свой дом, то держите всегда свой дом, квартиру обязательно в чистоте. И напротив зеркала вы, например, можете хранить копилку или ваш кошелек. Они будут отражаться в зеркале, а значит и деньги будут приумножаться. Это не значит, что нужно каждый день класть кошелек возле зеркала. Буквально, например, на растущую луну несколько дней. Даже вы можете открывать кошелек и считать деньги перед зеркалом. И таким образом зеркало будет запоминать о том, что вы считаете деньги. Вы знаете, у зеркала нет понимания того, что мало денег или это много денег. Зеркало видит деньги, и вот оно начинает транслировать в ваш мир эти деньги. Поэтому в один момент в вашей жизни могут появиться даже больше, чем обычно вы зарабатываете или имеете в семье. Обращаем ваше внимание, что хрусталь является магнитом для привлечения денег. Поэтому, чтобы в доме были стабильность и финансовое благополучие, нужно на видном месте держать фигурку или статуэтку из хрусталя. Дело в том, что такие статуэтки помогают следовать распорядку, а это уже будет положительно сказываться на вашем финансовом благополучии. Также обращаем ваше внимание, что, возможно, вы где-то найдете в магазине именно что-то из хрусталя. Обязательно купите это. Это могут быть бокалы из хрусталя, это может быть какие-то конфетницы. Если вам что-то понравилось, обязательно покупайте, потому что хрусталь, вот он действительно является магнитом для привлечения денег. Недаром в советские времена все гонялись за хрусталем, и это было неспроста. Многие даже не понимали, не осознавали, что они сделали, что они купили. А вот так вот именно хрусталь, знаете, если вот завели что-то, у вас появилось в доме что-то из хрусталя, вы знаете, это будет такой вот магнит, который притягивает изобилие, достаток и благополучие. И вам даже со временем захочется заиметь еще что-то. И таким образом хрусталь, вот знаете, хрусталь сам тянет вас и будет направлять в ту сторону, что вам нужно еще подкупить, заиметь, чтобы в вашем доме всегда было изобилие, достаток и благополучие. Также отличной деталью в интерьере является аквариум с рыбками. Аквариум привлекает достаток и наполняет его гармонией. Единственным условием для того, чтобы рыбки притягивали деньги, является то, что они должны быть именно золотыми. Большую роль играет и число рыбок. Их должны быть ровно 9. Это особенное число, и оно связано с гармонией между всеми небесными силами и землей. Девятка становится магнитом для денег. На дно аквариума вы можете положить камушки, монеты. Это сделает аквариум уже мощным объектом для привлечения денег. Вода в нем не только будет притягивать благополучие, а будет улучшать денежные потоки, но она также и будет и очищать окружающее пространство от негатива. Только помните о том, что аквариум нужно как можно чаще чистить, поэтому покупайте хорошие фильтры, потому что если вода она начинает застаиваться, она начинает издавать запахи, и это приводит не к благополучию, а наоборот к постоянным проблемам с деньгами. Также обращаем ваше внимание, не обязательно какой-то покупать здоровый аквариум там на 500, на 1 тонну. Вы можете купить и малюсенький на 150 литров, на 50 литров. Помните о том, что если у кого-то из семьи есть аллергия на аквариум, такое тоже бывает. Разберитесь для начала, почему аллергия, где появилась первопричина, потому что это очень важно. Если у кого-то будет в доме аллергия на аквариум, на рыбки, на эту воду,
то, знаете, это как минимум то, что энергия членов семьи и аквариума не совпадает. Происходит вот дисбаланс, и это отражается именно на здоровье человека. Также обращаем ваше внимание, что клубок красных нитей обладает способностью притягивать денег. Деньги. Вообще красный цвет это у нас с вами ассоциируется с богатством, с властью, с силой, уверенностью, роскошью. И такой клубок нужно положить на самое видное место. Он поможет привлечь силу богатства, а также защитить дом от недоброжелателей. Вообще в некоторых странах красный цвет считается символом финансового достатка, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы у вас обязательно был клубок красных нитей. Также, например, вы можете приобрести и ковер красного цвета или использовать в декоре своего дома или квартиры что-то красненькое. Возможно, какой-то декор, связанный именно с красным, и это будет действительно вам помогать. Также обращаем ваше внимание, что желтые монетки, особенно если они старинные, они также являются магнитом для денег. Чем крупнее монета, тем она намного сильнее. Но хранить такие деньги нужно в кошельке, отдельно от купюр, которые находятся у вас в обороте. Такие монеты будут привлекать финансы и гармонию в душе. Также в вашем доме должны быть всегда красивые свечи, потому что чем они красивее, тем больше шансов у вас стать богаче. Настоящие свечи, именно отлитые из воска, обладают поистине чудесной силой. А вот колокольчик, пусть даже декоративный, способен защитить пространство вашего жилья от негатива, дать вам больше шансов стать богаче. Идеальное расположение денежной приманки у входной двери. Ну а теперь, друзья, как мы и обещали в начале видео, мы с вами поделимся очень одной простой практикой. Итак, вам понадобится для проведения этой практики наш с вами любимый овощ. Это лук. Не все, правда, любят его за запах, но, вы знаете, достаточно большой помощник он многим людям. Итак, любой день недели. Эта практика не привязана ни к дню недели, ни к фазе Луны. Вам нужно взять самый красивый лук, можете взять самый большой, и вам нужно разрезать на две части. Что мы делаем? Разрезали на две части лук, и вам нужно поставить в любой угол в вашем доме, или на кухне, или в прихожей, или в гостиной, в других местах. Но ни в коем случае мы не кладем в ванной комнате, обращаем ваше внимание. И вот одну ночь этот лук должен побыть в углу. На следующее утро вам нужно не дотрагиваться до него руками, сложить в салфеточку и отправить в черный пакет. Именно в черный пакет. Завязать и вынести на мусорку. Пока вы идете и выбрасываете на мусорку, после возвращаетесь обратно. Но пока вы проводите вот эту практику выноса лука, ни с кем не здороваетесь, ни с кем не разговариваете. Пришли домой, обязательно в этот момент помыли руки, лицо умыли. Желательно вообще принять душ и помыть волосы. И надеть новую чистую одежду. И обращаем ваше внимание, когда вы будете разрезать лук, нужно сказать следующие слова. Злой негатив в лук уходит, море радости и денег приносит. Истинно да будет так. А когда вы будете выбрасывать лук на помойку, скажите следующие слова. Прощаюсь с нищетой и безденежьем. Истинно да будет так. Вот такая простая практика, и те вещи, про которые мы с вами сегодня говорили, обязательно помогут вам в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.